Здравствуйте, товарищи, это Сергей Цветаев, шеф-редактор проекта «Эра», и у меня в гостях замечательный человек, прекрасный собеседник Юрий Вячеславович Громыко, директор Института опережающих исследований имени Шиферса. Мы продолжаем цикл наших бесед. В прошлый раз у нас была совершенно замечательная тема о Пензенской ПЭС, и она повлекла за собой перечень огромного количества всяческих вопросов. Как говорится, до Луны их хватит. И я, все это осмысляя, пришел к неожиданному выводу. Вы очень точно, очень ярко и предметно высветили тему того, что над всем этим главенствует заказчик. Должен быть заказчик. И я подумал, что в нынешней ситуации, пожалуй, если оценивать ее объективно, такого заказчика по большому счету не видно. Не то чтобы я отрицаю возможности развития, нет. Но, к сожалению, общий фон таков, что вот заказчика, который придет даже в лице государства, скажет, нам это вот потребно максимально, пока этого не видно. Да? И я вдруг подумал, что таким заказчиком могут выступить, фактически выступают для нас, как бы заставляя нас двигаться вперед, вне зависимости от того, устали мы или не устали, будущие поколения. Причем те поколения не те, которые придут, вот которые уже сейчас приходят, нет, а те, которые придут только в том случае, если мы начнем эти изменения. Вот эта мысль, она меня, прямо скажем, сразила. То есть мы, работая на будущее, можем дать им возможность появиться на свет. А соразмерно с этим прийти в эту жизнь и продолжить то освоение, которое, надеюсь, я... И опираясь на ваши слова, может быть, мы еще, как говорится, на закате нашей жизни увидим. В всяком случае, мы надеемся. Ваше мнение крайне интересно по этому вопросу, но до этого я хочу на секунду еще, буквально минуту, обратиться к кристаллу роста. И вот про такую вещь, что после смерти Сталина 25 марта 1953 года выходит секретное постановление, по которому огромное количество строек останавливается. Даже не буду все перечислять. Туркменский канал, Волго-Балтийский водный путь, железная дорога Апатиты, Киева-Паной, автомобильные дороги на Кольском полуострове, Кировский химический, верфь металлического судостроения Васитрова и далее, далее, далее. Огромный перечень всего. Вообще необъяснимо. Абсолютно необъяснимый экономический разворот, фактически, не самоубийство, но уже выстрел себе в ногу. Западники, естественно, это оценивают как замедление индустриального развития системного с отставанием уже на 5-6 лет от первоначального плана, который до 25 марта 1953 года. Ну и, конечно, чудовищным является то, что ярким свидетельством безумие вот этих шагов становится, например, открытие в 1966 году гигантского Уренгойского газового месторождения, для которого используется вот эта брошенная инфраструктура, которая буквально там 10 с лишним лет находилась не пойми в каком состоянии. И еще страшнее того, что на момент принятия этого постановления по 75% проектов уже шло строительство. Что это такое вообще? Как это вообще могло случиться? И почему опять цикличная история повторяется, мы находимся сейчас в том же самом состоянии. Чтобы вот этот будущий заказчик возник, мы же должны что-то делать для этого. И это же все понятно. Это же все уже давно, это я сейчас опираюсь и даю слово полностью вам. Это же, как я понимаю, давным-давно вдоль и поперек просчитано, расписано и спланировано на десятилетия вперед. Почему ничего не происходит? Но прежде, если можно, ваше мнение, почему тогда это произошло? Это же совершеннейшее безумие. С моей точки зрения, это действительно резкий коренной слом того, в общем-то, рывка, который действительно планомерно и программировался, и осуществлялся. И, я единственное хочу сказать, что здесь, конечно, два совершенно разных понимания слова «заказчик» возникают, потому что, есть все-таки квалифицированный заказчик, который занимает эту позицию и находится в управленческом, так сказать, ведомстве. Буквально. Он определяет, буквально и показатели, и приемку, и видение. А другое дело, это как бы заказчик, как некоторое ожидаемое поколение, которое определенным образом начинает простраивать смысловой горизонт, куда выйдет страна. И нам, конечно, нужны обе эти части. Но с этой точки зрения, рассуждая о молодом поколении, мы сегодня обязательно поговорим, нам все равно нельзя упускать из виду квалифицированного заказчика.
в каком бы виде он ни был, я бы сказал, в самой пусть редуцированной позиции, из которой его надо будет поднимать в позицию действительно действующего лица. Но вот тут, понимаете, тут есть еще одна линия, про которую сейчас говорят очень многие, что после развала вообще Советского Союза мир в целом, и тут отдельно, конечно, надо выделять Китай, это отдельный разговор, что происходит в Китае, меня, кстати, очень волнует, но в целом действительно значительная группа стран и населения, они двинулись в сторону деградационного тренда, потому что сама оппозиция советской альтернативы, она задавала очень жесткие требования, где невозможно было позволить фактически обществу посчитать, что эта перспектива значительно более важная, интересная, прорывная. И самое главное, реально осуществимая. Да, и самое главное, осуществимое. И поэтому тут есть еще безусловный момент, что мы вообще находимся в ситуации деградационного тренда. И это связано... Общечеловеческого. В том числе и общечеловеческого. Тут совершенно особую линию и важную точку устойчивости формирует Китай. Но он тоже вынужден находиться в этом поле. Хотя здесь, конечно, государственное управление и социализм, но это даже ясно вот по тому, когда ты через полгода приезжаешь в Китай, ты видишь, какие произошли изменения даже с твоими коллегами. То есть, действительно, страна как бы задышала и в том числе накапливает знания. Тут есть масса очень интересных, сложных вопросов. Например, если к настоящему моменту у Китая своя настоящая фундаментальная наука, скажем, 15 лет назад ее не было. На мой взгляд, сейчас она практически появилась. И Китай от чисто прагматического вала публикаций, где просто требовалось, и политика партии была такая, что надо во всех научных журналах занять определенные места и публиковаться, то сейчас они переходят к созданию так называемого сообщества открытий, где действительно появляются новые физические принципы и эффекты, которые нельзя сказать, что они полностью трансформируют европейскую науку, но они уже где-то близко на грани. Если бы, конечно, это соединить с российскими фундаментальными учеными, но на наших основаниях, то вообще тут могли бы быть интересные вещи. Но в целом есть совершенно четкий деградационный тренд. И он прежде всего в системе образования очень жестко обнаруживается, где просто снижается уровень. И с моей точки зрения, в этом плане выход из этой ситуации, он, конечно, требует совершенно особой интеллектуальной мобилизации. И вот тот разворот, про который вы говорили, конечно, тут ведь, понимаете, еще один какой момент. Одна из проблем на закате Советского Союза, которая, в общем-то, и определила, с моей точки зрения, во многом развал Советского Союза, это усиленное культивирование идеи потребления. С этой точки зрения ельцинское «обогащайтесь», оно, так сказать, не само по себе возникло, потому что поздний социализм, он во многом не смог сломать устремление значительных групп именно к потреблению. И с этой точки зрения и ориентация на западные шмотки, эти все березки, это отнюдь не случайно. С другой стороны, это можно понять. Страна действительно страдала, так сказать, мобилизовалась, война, так сказать, голод. И возникало действительно такое желание пожить. И целый ряд, конечно, и философов, и гуманитариев, и писателей, они это чувствовали и обсуждали. То есть, каким образом сломать вот этот настрой, что нужно потреблять, нужно потреблять. И здесь, конечно, я вижу один из важнейших вопросов работы с поколением, потому что буквально, так сказать, ожидание того, что должно произойти, и понимание того, что должно произойти, качественное изменение, в том числе и интересности жизни, да, и новых возможностей, это колоссальный момент, от которого, собственно, и зависит, что будет как бы возникать и требоваться. То есть, если все будет выстраиваться на том, что, а ничего особенного не будет, а что может быть? Да, есть Китай, будем заимствовать что-то у Китая, потихоньку выживать. И это будет закладываться в таком
такой, я бы сказал, махровый прагматизм, начиная с подростка, то, собственно, раскрутить маховик страны на созидание, а в этом сейчас основной вопрос, что действительно вопрос-то заключается в следующем. Будет ли 21 век русским веком? То есть, будет ли он действительно русским веком, когда действительно за счет колоссального прорыва появятся названия приборов и вещей, у которых будут не английские, а русские названия. А вот это полностью ложится в то, о чем мы с вами говорим. Да, конечно. Но для этого нужно сверхусилие. Да, для здесь, этого нужно сегодня, сверхусилие. сейчас. И здесь действительно есть важнейший вопрос, связанный с новым поколением, потому что вообще поколение – это же очень интересная штука. Это такая загадочная вещь в хорошем смысле. Потому что поколение – это вроде общность одного возраста, ну и приблизительно одной возрастной когорты людей, но оно вдруг в какой-то момент начинает себя осуществлять действующим субъектом истории. Вот этот переход всегда. А у кого-то это не происходит. То есть рассыпались, ничего особенного не возникло по сравнению с предыдущим поколением. Просто выживаем. И этот субъект, который, казалось, мог появиться, да, и заявить себя, что мы там, в отличие от нулевиков, вот мы то-то. И вот здесь, конечно, это было бы страшно пропустить. И с моей точки зрения, здесь, конечно, колоссальная роль взаимодействия с подростками и работы с подростками, потому что только фактически раскручивая этот маховик понимания, мировоззрения и, так сказать, дерзости, и с этой точки зрения вот не случайно, что во всех наиболее интересных системах воспитания, ну, в частности, мы возьмем такую очень интересную вещь – воспитание древнего грека. Ключевой ценностью, на которой, собственно, формировались и Афины, и Спарта, это ценность доблести. И вот с моей точки зрения это действительно принципиальный момент. Абсолютно. То есть возникает ли ценность доблести, когда ты начинаешь действовать не в соответствии со сложившимися обстоятельствами, а очень часто вопреки им. И, так сказать, все равно пробиваешься и формируешь именно ту атмосферу, именно тот набор ожиданий и устремлений. А за этим-то что стоит? За этим стоит простое понимание, что та жизнь, которую мы складываем, должна быть содержательнее и интересней, чем та, в которой мы исходно находились. И вот здесь, конечно, я вижу колоссальную и задачу, и заказ, и в том числе достаточно страшные вещи, которые сегодня происходят. Но эти страшные вещи для меня прежде всего связаны с втравливанием подростков через колл-центры, прежде всего украинские, в противоправную деятельность и терроризм. Потому что на самом деле, и это делается, конечно, очень специально, и там дело даже не просто в украинцах, там, конечно, пахнет МИ-6, эти люди разрабатывают сценарии и Тавистокским университетом, потому что как бы сценарии эти совершенно понятны. Это и есть способ как бы оголить вот то, я бы сказал, дерзкое и самостоятельное подростничество, от которого зависит дальше, будет какой-то, так сказать, рывок или ничего не будет. И здесь, с моей точки зрения, происходит такая достаточно парадоксальная вещь, хотя очень понятная, потому что все фактически группы, то есть представители безопасности, образования, родители, сами школьники, они каждый действует в своем ключе. А общей программы, связанной со спасением подростков и с возможностью их правильно перенаправить и дать им понять, что происходит сегодня в ситуации, не осуществляется. Действительно, и каждое ведомство как бы говорит, те, кто занимается безопасностью... Мы ведем работу. Да. То есть, а на самом деле-то как бы все происходит в самом центре, то есть между этими ведомствами. Потому что вообще вполне возможно, что именно
правильное направление подростков и спасение подростков от втравливания их в противоправную террористическую деятельность и могло бы быть национальной идеей. Почему? Потому что то, что воспримет это поколение, да, то, как оно поймет, что оно живет в своей стране, и здесь помогают стены, и здесь есть ощущение братства, и здесь есть ожидание именно от этого поколения рывка, может сложиться в то действительно очень важный момент, связанный с формированием субъекта действия и субъекта развития. Но ведь дело в том, что нет великой цели. Наличие великих целей, реальных, проявленных в великих стройках, в великих проектах, в разрабатывании и осуществлении этих проектов, это то, что увлекает молодых. Ну, понятно, они сорвутся первыми и поедут там за туманом и за запахом тайги. Как бы это ни звучало, может быть, пафосно, но это действительно так. Дайте им финансовую возможность, дайте им приложение силы, они сорвутся, их там не остановят. Ни зной, ни холод, ничего. Этого нет. Этого нет. И скорее это должно быть высшей национальной идеей. И это будет подтягивать все остальное. Конечно, я полностью с вами согласен. Вот 2 руки поднимаю за. В отсутствии цели они кидаются на все, что угодно. Выход энергии где-то должен быть. Ну да, с парашютами они не прыгают, ворошиловскими наездниками не являются. Опять, это не то, что какие-то догматы нафталиновые, но это действительно так. Этого во многом нет. Так и что? Ну, с этой точки зрения, поэтому это действительно вот эта аудитория, условно говоря, подростки 15-18 лет, это именно те люди, с которыми должно обсуждаться будущее страны. И, собственно, наиболее интересные прорывные идеи, поскольку из них должны формироваться отряды тех, кто фактически двинет страну в будущее. И поэтому это, на мой взгляд, центральный вопрос. Причем тут есть 2 категории, которые очень четко, кстати, колл-центрами выделяются. Это, с одной стороны, те, кто хочет заработать, это действительно подростки из бедных семей. И это один из тоже вопросов, которые их волнуют. Как своим интеллектом, своим умом суметь в России заработать, так, чтобы это было достойно, честно, и ты получил признание. А другие люди, другие ребята, они действительно просто грезят большими задачами, и когда их обманывают, что якобы им там позвонили из ФСБ и просят какой-то помощи, они как раз откликаются на то, что вы сказали, на вакуум в крупных идеях, которые определяют то, куда мы будем прорываться. И с моей точки зрения, как раз формирование идеологии как мировоззренческой идеи, потому что, на мой взгляд, основное, что произошло за 20 век, произошло изменение самой формы идеологии. То есть идеология из массово-пропагандистской системы, которая связана с особым типом средств массовой информации, массовое радио. Поэтому не случайно символом, так сказать, индустриализации во многом являлся сельский учитель, который приезжал в школу, вешал круглое радио на стенку, доставал газету, осваивали люди грамотность и подключались к голосу, который объяснял, что надо делать. И голос объяснял. Сейчас, конечно, идеология будет иметь мировоззренческую форму, которая связана с обсуждением того, как, собственно, я сам откликаюсь и определяюсь. И это очень важно, потому что только через действительно, так сказать, личные отношения, принятие и непринятие, конкретизацию тех или других идей, фактически возможно действительно создание идеологии, которая будет работать. Но это означает, что именно с подростками надо обсуждать большие проекты и формировать проектное сознание. Другой вопрос, что к этому совершенно не готова школа. И, то есть это поэтому может происходить только как бы в каких-то дополнительных формах по отношению к школе, либо надо переформатировать школу. То есть создавать, это тоже наша такая глубокая мысль. У нас есть проект, мы его описывали, мы опубликовывали, и это опубликовали. То есть должна быть создана российская школа будущего, которая внутри должна снимать советскую школу, ее, так сказать, не
не уничтожать, а снимать. И иметь целый ряд проекций, которые бы обеспечивали решение тех вопросов, о которых мы говорим. Ну, первый важнейший момент – это то, что сегодня фактически подросток втянут в интернет-пространство, которое не контролирует никто. И с этой, поскольку во многом интернет и даже Руснет – это на самом деле вражий нет, то на самом деле подросток, который предоставлен сам себе. Часто и буквально, и по внутренним смыслам. Да, и часто и по внутренним смыслам, и по тому, что там кто там фактически является экспертами, которые передают информацию и знания. Вот ближайший пример, так сказать, организатор Википедии сказал, что она вся кривая, уже заявил, дальше некуда. И с этой точки зрения, и дальше социальные сети, которые фактически превращают подростка в пассивно прикрепленного через лайки функционера этих сетей, которые его полностью переформатируют. Казалось бы, огромная, интереснейшая задача, в том числе для образования, где центральным предметом должно быть обсуждение с подростком, что такое интернет, что такое поисковик, чему можно доверять, что нет, как проверять полученные знания в интернете, как создать сообщество, которому ты доверяешь. Не просто в которое тебе включили, и оно, так сказать, тебя болтает, а ты туда только всовываешься лайками или замещая себя каким-то знаком. И что такое навык владения информацией и получения информации, когда не ты от нее зависим, а ты формируешь тот блок знаний, который нужен тебе для каких-то своих целей. Вот это центральный вопрос, поскольку сегодня никто не различает, и в том числе школьный учитель, не различают сведения, данные, информацию и знания. И это вообще уже ушло. И поскольку это единая мешанина, то в основном интернет – это непроверяемые сведения. А дальше возникает следующая волна, связанная с искусственным интеллектом. Поскольку у нас нет национальной индустрии искусственного интеллекта, а уже понятно, и про это люди уже говорят, что через 3 года будет в 100 раз больше сгенерированного трафика, чем персонализированного. Который будет практически неотличим уже. Да, и где будет фактически не различено, чье это, откуда. То есть галлюционирующий, врущий искусственный интеллект, он на самом деле станет фактически элементом, который будет переформатировать сознание. И понятно, что нужен учитель, который с самого начала будет вводить ребенка в информационную культуру и обучать его, как различить, собственно, через специальные когнитивные процедуры, эпистемические процедуры, собственно, знания, неверные сведения и ложь. Но это требует переформатирования педобразования сразу. Мы еще поднимаемся еще на один уровень выше. Да. То же самое, что в прошлом эфире про ПЭС. Это все одно и то же. Чем больше вы поясняете, абсолютно четко и предельно понятно, тем больше становится ясно, что нам надо подниматься практически до самого верха, с максимальной высоты смотреть на все. И это и есть огромный вот этот колоссальный проект будущего. Возникает вопрос. Вы, как директор Института передовых исследований, как человек, который находится, как я это понимаю, на острие науки, как тот, кто работает с молодежью, и учитывая ваше прошлое, и, как я понимаю, поправьте, если не так, методологические навыки, философскую большую базу, ведь наверняка же эти программы написаны и существуют, либо могут быть в кратчайший срок разработаны при одолении всего этого. Нет, они есть, они описаны. Есть. Да, но никто не слышит. Да, потому что для того, чтобы это начали слышать, должен появиться, о чем мы с вами говорили, тот самый заказчик. Квалифицированный заказчик. И заказчик в качестве будущих поколений, которые возникнут только если мы здесь и сейчас будем молодцами, это одна история. А квалифицированный заказчик, буквально, который сегодня выходит с постановкой задачи, это совершенно другое. Замкнутый круг? Буквально? Да. И с этой точки зрения один из важнейших вопросов – это в том числе способность, то, что мы с вами и делаем, в рамках фактически, так сказать, навороченного тумана, действительно ставить прорывные реализационные цели достаточно высокого следующего уровня. Ну, на мой взгляд, вот сейчас то, что мы с вами обсудили, вопрос о том, как сформировать у подростка проектное сознание, это вполне определенно
определенная, очень четко фиксируемая, диагностируемая вещь. На мой взгляд, это важнейший результат как раз образования и воспитания в средней школе. Потому что российский подросток, он обязательно должен обладать проектным сознанием. Потому что если этого нет, то все обычно в лучшем случае. В самом худшем случае это, в принципе, отформатированный, ничего не понимающий обыватель, которым можно управлять как захочешь. И действительно, после того, что произошло на Украине, ведь на Украине что произошло? На Украине произошла фактически цивилизационная перевербовка значительных групп населения, которые, в общем-то, русские, они говорят по-русски, они по-украински не говорят. И, на мой взгляд, это очень принципиальный и важный итог. Самое интересное, и не собирались никогда говорить-то. Да, и не собирались. И с моей точки зрения, вот этот вопрос, он, так сказать, принципиален и очень важен. А именно, какие реально функции и способности должны быть у человека по окончанию средней школы, и какая должна быть модель вообще российского человека. Где одна из важнейших характеристик – это, безусловно, проектное сознание, потому что это совершенно особая функция, которая связана с тем, что после анализа ситуации и выявления того, что в ситуации недостаточно или тебя не удовлетворяет, ты переходишь не в позицию нытья и не в позицию такого критиканства, а фактически ты формулируешь цель, что должно быть сделано, и начинаешь обсуждать, как должна быть организована устроена группа или коллектив, который это фактически сделает. И это фактически начальный шаг действия и работы генерального конструктора. Мы говорили с вами, что основной момент трансформации самой структуры власти в России – это необходимость появления там профессионализированных, дееспособных генеральных конструкторов, которые могут достаточно быстро предложить набор из 100-150 индустрий, которые должны быть созданы. Ведь тут очень простой пример. Вот, скажем, очередное известие о том, что, так сказать, в тюрьму посажен человек, который обещал делать беспилотники. Дальше оказывается, что основная масса комплектующих в этих беспилотниках, они китайские. Но правильно, поскольку для того, чтобы комплектующие были не китайскими, проектировать-то надо ведь тогда не беспилотник, а проектировать надо цепочки из десятков индустрий. Ну, обычный предприниматель, который занимается тем, что он все время смотрит, как срезать косты, увеличить прибыль, создать этот новый прототип, который как-то надо всунуть заказчику Министерства обороны или кому-то. Он учтя. Он все время, так сказать, следить за этой дельтой. Он просто не способен развернуть программу из 100 индустрий, которые реально надо создавать, чтобы комплектующие не были китайскими. Потому что во всех остальных случаях тех, кто делает и беспилотники якобы на своей комплектующей базе, ну, на мой взгляд, это не так, это ложь. Если туда забраться, там окажется то же самое. Потому что альтернатива только в одном, что либо вы развернули этих 150 индустрий и их делаете, а следовательно, у вас есть этих 150 человек, которые спроектировали эти производства. А это и есть, собственно, генеральные конструкторы. И уже хорошо понятно, что мы именно дошли до той точки, потому что сам этот рывок, с одной стороны, как мы обсуждали в прошлый раз, он действительно предполагает колоссального уровня проект вот типа проливной электростанции и водородной энергетики, а с другой стороны, он предполагает конкретный перечень, фактически который будет образовывать индустриальную систему России. И эта индустриальная система России будет набираться не из миру, так сказать, по нитке, из старых, недоделанных, приватизированных, полуживых живопырок. А это с условием того, что происходит в Китае, во всем мире, это набор новейших индустрий, то есть это фактически проектирование и создание новой технопромышленной системы в целом. И для этого, собственно, и нужны. Фактически это технопромышленная революция и есть. Конечно. А если мы это все перебрасываем на уровень подростка, то это означает, что подросток с 14 лет, у него должен быть
альбом сделанный, который называется «Эпистемотека». То есть, фактически альбом знаний про то, как может быть устроена промышленная система будущего. И как в свое время огромное количество наших талантливых ребят формировались, читая журнал «Техника молодежи». Кстати, очень интересно, что ряд вещей, которые в «Технике молодежи» в виде картинок появлялись в 60-е и 70-е, это и есть те проекты, которые сегодня выкатывает Маск. Потому что так обычно и происходит. Конечно. И здесь важна именно такая вещь. То есть, те же самые альбомы с этими проектами индустрии будущего, которые фактически прорабатываются подростками, которые дальше для них через проектную игру и осмысление становятся просто реальностью. И они абсолютно убеждены, что это и надо сделать. И действительно вы здесь правы, что освоение этой перспективы подростками, оно, собственно, является условием того, что мы туда пойдем. Потому что то, чем будет занято сознание подростков, то и станет на следующем шаге абсолютной реальностью, которая создаст или не создаст эту совсем другую жизнь и ее качество. Более сложное, более интересное общество или, наоборот, общество примитизированное и опять задавленное этим угаром потребления, где основной и производитель того, что потребляется, это опять не Россия. И, на мой взгляд, это действительно кардинальный, принципиальный вопрос. У каждого из нас есть свой код. Научиться его считывать – реальное преимущество в деловой и личной коммуникации. Тренинг «Код личности» даст вам простые инструменты, чтобы понимать людей, управлять общением и всегда быть на шаг впереди. Подробная информация по ссылке в описании. Вы важнейшую вещь сказали. Чуть ранее вы сказали, не способен. Про предпринимателя он действительно не способен. Не потому что что-то там, просто интеллектуально не способен, он не под это заточен. Та задача, которая перед ним стоит по созданию, условно, довольно сложного механического какого-то электронно-механического изделия, это задача проектного института, конечно, а не задача предпринимателя. Но предприниматель не пойдет в проектный институт, пойдет, может быть, на какие-то свои средства в отдельно взятом случае, базово не пойдет, потому что для этого нет времени, нет ресурса, нет ничего, а есть заказ, его нужно выполнить за полгода и так далее. Это первая страшная вещь. Далее вы сказали системно про подростков, про вовлечение, про этот проектный альбом. Да. Про это прям отдельно попрошу еще раз повторить. Это и есть формирование этого нового мышления, нового взгляда на жизнь, когда человек, во-первых, имеет навык обращения к академическим источникам и их распознавания, что это академический источник, а не Википедия, и переформатирование этих знаний в выжимку сухую для себя касаемо своей конкретно поставленной цели. И это означает переворот всей системы образования. Опять обсуждая этот вопрос, мы поднимаемся на самый верх. И понимаем, что это принципиальная, просто всегосударственная задача. Мы же не говорим всечеловеческая. Понятно, что это деградация образования идет повсеместно. Даже в нашем масштабе это задача номер один. Что-нибудь можно ли предпринимать сегодня? Потому что все то, что вы перечислили, и то, о чем мы говорили в прошлом эфире, это должна быть такая воля проявленная, такое усилие долгой воли со стороны государства, которое как минимум, опять же, как говорили, определяет планы развития от 30 лет вперед. Можно ли хоть что-то сегодня делать? Или это абсолютно с моей абсурдно? Точки зрения, можно очень многое сегодня делать. Более того, я скажу первую вещь. Основная вещь, с моей точки зрения, и я вам говорил уже, сейчас попробую развернуть это более конкретно. Да. Вы действительно выделили ключевой момент в том, что я говорю и то, что я считаю. Что действительно очень талантливый предприниматель, которому удалось создать прототип определенного изделия, например, дрона или какого-то
какого-то масла особо питательного или там спреда, которое по качеству как масло, но человек не толстеет. Потому что есть задача на самом деле лечащей пищи. Не просто, так сказать, пищи ради удовольствия, а лечащей пищи. Но дальше какой момент? И он принципиален. Для того, чтобы это развернуть в систему производств, нужен другой профессионализм. Нужен профессионализм генерального конструктора, а не просто линия, под которую заточен, как вы и сказали, предприниматель. Это что означает? Но одновременно здесь мы сталкиваемся со следующим обстоятельством. Я вот сейчас просто лично знаю около, там, не знаю, лично 20 человек, люди, которые действительно как предприниматели что-то сумели сделать. То есть создать продукт, которого не было. Дальше но исключительно в силу собственных усилий. Вот, да, вот в силу там много разных, в том числе и Господь им помогал, я уверен. Буквально, они, так сказать. Но дальше возникает следующий шаг. А следующий шаг, он требует как раз государственного заказа и государственного действия. Каждый из них потихоньку считает, ну подожди, вот если я доберусь до того, что мои личные доходы и прокручивание будет в районе 10 миллиардов долларов, ну меня же тогда точно признают. И у всех это лукавая мысль. Но при этом предполагается, что эти наращивать деньги я буду точно так же, как тот путь, который я прошел. А здесь, с моей точки зрения, то, что мы с вами обсуждаем, принципиальный разрыв, потому что здесь надо проектировать и создавать как раз с позиции государства и предлагать государству систему индустрии, воронку вокруг того, что было сделано. И вот здесь я утверждаю, как раз заказ на школу генеральных конструкторов и на школу ОДИ был бы самым принципиальным, потому что они хотят прорваться в круг людей, которые вокруг Владимира Владимировича Путина, которые определяют финансовые потоки, и куда так просто не войдешь. А эти люди, которые определяют финансовые потоки, они как раз и не хотят, чтобы эти предприниматели туда и пробрались. Но им же деньги надо будет давать. Длинные и бесплатные. Подотчетные, безусловно, но длинные и бесплатные. Да. И здесь, на мой взгляд, основной момент – это как раз предложение и развертывание как абсолютно реального проекта, который мы с вами обсуждали, с водородкой, приливной, где у человека появляется шанс от имени как бы бизнеса, но развернуть следующий пласт вообще движения. И в том числе впервые начать осваивать действительно государственническую позицию. И перейти из разряда предпринимателей. Они все как бы переживают и говорят, ну вот если бы я был в Америке, я бы был уже как Маск. И на самом деле это все опять иллюзии не так, но это характеризует сознание достаточно умных и талантливых людей, которые что-то смогли. И вот здесь я вижу одну зону прорыва, очень важную, и как раз появление квалифицированного заказчика на шаг формирования государственности через позицию генерального конструктора и систему производств. А второй момент, который вы стали говорить, вы совершенно правы. На самом деле для того, чтобы у нас появилась вот эта волна подростков, которые потащат страну в будущее, нам нужна полноценная проектная энциклопедия наук и практик. Просто буквально как альбом. Мы его называем эпистемотека. Потому что, на наш взгляд, следующий шаг развития интернета – это не интернет, а эпистемонет. То есть сеть, которая проверяет знания. При этом знания на новизну и будущее. И действительно, этот проект должен прежде всего формироваться вокруг подростков. Другой вопрос, что в сегодняшних условиях и то, как организовано сегодня педобразование, потому что для того, чтобы это делать, учитель должен быть немножко эпистемологом, то есть представлять теорию знания. Но он должен быть когнитивистом, он должен знать, как устроены когнитивные технологии, потому что весь обман, в том числе в интернете, на когнитивных технологиях. Но он должен быть специалистом по семиотике, то есть он должен понимать, как рисуются схемы, которые фиксируют понятое в виде схематизмов, моделей, и важнейший момент – модель.
И, наконец, он должен быть еще, кроме того, логиком и семантиком, и понимать, что разные слова различаются смыслом, и их надо разделять. То есть, фактически, это, по идее, революция в педобразовании. Если такой педагог появляется, то он действительно, здесь надо будет возвращаться к важнейшей мысли Ленина, что такой учитель должен быть поставлен на такую высоту, на какую он никогда не стоял, в том числе и в советский период, потому что Совершенно это верно. человек, который реально формует будущее. Учитель сегодня загнан за можай, потому что цифровизация привела только к одному – к разрастанию контроля, контроль сумасшедший. И я в свое время наблюдал эти прелестные вещи, которые Коленов вел в Москве, когда телевизоры стоят, и если на какое-то замечание департамента Москвы учитель через 3 минуты не появляется, не рапортует, я тут, то его очень серьезно накажут. То есть цифровизация – это чистая форма дисциплинарных практик, как их называют Фуко, где сумасшедший дом, казарма и школа – это штуки приблизительно одного порядка, где через цифровизацию все контролируется, сплошная отчетность. Другое дело, сейчас появилась прекрасная вещь – чат-боты, где отчеты могут писать эти автоматы. Наверное, их не читает и администрация, Конечно. их читают другие чат-боты. Да. И я вижу в этом перспективу пока, куда гонят российскую школу. Домашние задания, как требует партия новых людей, надо отменить. А почему отменить? А потому что их будут боты писать. А учитель тоже не будет их проверять. А вместо учителя их будут проверять боты. И тогда образование сведется. Одни боты будут выполнять школьные задания, другие боты будут их проверять. А вот чем будет заниматься учитель и ребенок, вот наконец возникает очень интересный вопрос. Может, наконец они займутся делом, и в школу вернется сократический диалог, который всегда являлся основой обучения. И предмет логика. И предмет логика, который уничтожил Никита Сергеевич. Потому что основное разрушение советской школы нанес Никита Сергеевич своим постановлением. Школа должна учить жизни, быть ближе к жизни. И вот это требование к жизни привело к тому, что школа начала отдаляться от жизни по сравнению с той школой, которая на самом деле советской, которая была лучше и которая в лучших чертах воспроизвела имперскую гимназию по решению Сталина. И здесь, конечно, огромный вопрос, как сделать так, чтобы действительно проектирование будущего, но не на уровне фактически формальных, абстрактных, пустых вещей и, так сказать, бессмысленных совершенно каких-то пожеланий, а на основе действительно созданного материала, типа проектной энциклопедии будущих наук и практик, являлось бы предметом реальной проработки, потому что действительно уже видны контуры этого будущего, которое, в том числе с точки зрения создания новой системы промышленности, где-то уже совсем рядом, и его видно. Это, как мы говорили, прежде всего мультиинфраструктура, где инфраструктура энергетики, транспорта, телекоммуникаций, вычислений и в том числе финансовых расчетов начинают образовывать единую очень сложную переплетающуюся сеть. А дальше это вопрос действительно о тех прорывах к новым физическим эффектам фундаментальной науки, которые станут основой тех новых приборов, которых нет. Потому что, действительно колоссальная сфера прорыва, важнейшая, это, собственно, приборостроение и приборы. И поэтому не случайно советское приборостроение до развала СССР, оно было на очень хороших и лидирующих позициях. При всех там отставаниях, еще чего-то и так далее. И поскольку, что такое прибор? Прибор – это и есть перевод нового физического принципа и эффекта в автоматически действующее устройство. Измерительное или актуатор, который действует, или сенсор, который улавливает какие-то определенные параметры. И с этой точки зрения вопрос об этом, вот это и есть, собственно, реальная школа генеральных конструкторов первого этапа, которая должна быть развернута в 9-11 классе школы, где проектная
проектная установка, проектное сознание, наряду с исследовательским сознанием и мышлением, является самым важным результатом такого формирования. И с моей точки зрения, школа, где действительно культивируется в старших классах проектная исследовательская деятельность, это и есть та реальная форма на реальном массиве знаний, на специально сделанном для этого, в том числе формах искусственного интеллекта. Это действительно школа, российская школа будущего, которая внутри бы снимала советскую школу. И это и есть важнейший вопрос борьбы за поколение сегодняшних 15-17-летних, у кого должна появиться перспектива. А Гегель правильно говорил, что фактически новое поколение, оно в играх часто осваивает, но только это должны быть не дурашливые игры, которые просто развлекают, а игры, где возникают большие смыслы и большие ставки. То есть это игры в то... Игры великих задач. Да, с точки зрения великих задач. Это в том числе вопрос о том, и игра в то, как сделать 21 век русским веком. Потому что пока еще ничего здесь не решено. И это прежде всего будет решаться в обращении к поколению 14-летних, 17-летних. Давайте закольцуем сегодняшний эфир, обозначим тему следующего разговора. Мы поговорим о проектном мышлении. Это прям вот то, что аж внутри отзывается неимоверно. И о той энциклопедии, которую вы обозначили. Это два фактора принципиальных, они вот где-то на стыке находятся. И заканчивая сегодняшний эфир, огромное вам спасибо. Мы очень хорошо продвигаемся, и мы, кажется, вот прям выкристаллизовываем то, что предельно важно сейчас для того, чтобы, в принципе, будущее получило шанс на возникновение. Мы вот стоим в ситуации, почему-то у меня вот застрял как гвоздь вот в голове, вот это 25 марта 1953 года. Вот этот самострел в ногу, вот эта отмена огромного количества проектов каким-то образом отзывается и сегодня. Как будто вот странное какое-то ощущение самопредательства. Как это могло случиться тогда? Может быть, не сегодня в этом... Это в том числе, ведь, понимаете, это вопрос, это одновременно вопрос о квалифицированном заказчике сверхличности. Ведь действительно, на самом деле, Сталин при всех тех жесткостях, которые возникли, и пострадали всякие, в том числе невинные люди и так далее, он действительно удерживал в голове и требовал, в том числе помня через 10 лет, кто ему что пообещал. И в этом смысле это действительно уникальный человек, который тащил страну через сверхусилие к прорыву. В том числе через сверхусилие и тех, кто это делал. Потому что прорыв – это вещь тяжелая. Это безусловно. Прорыв – это не просто, так сказать, арбуз ложкой есть. То есть это означает, что надо вздрогнуть. Вот тут же есть, например, простые вещи. Например, в сознание сегодняшнего обывателя постепенно все время вбивается мысль, что русский народ не жил никогда так хорошо, как он живет сейчас. Да, это раскачали, будь здоров. Это они прям умеют. Но за этим-то стоит ведь какая вещь? А не надо вздрагивать. Ну, что вздрагивать-то? Ну, что? Все уже вздрогнули. Все, да. И вот это самая Предки страшная вздрогнули. вещь. Потому что на самом деле подняться и начать работать как интенсивное существо и двигаться вперед, причем и через неудачу, потому что без этого не получится. Конечно, да, и через изменение проектных замыслов, потому что проектный замысел живет до первой точки реализации, дальше его надо менять, он перманентный. Да. Но это означает сумасшедшим образом двигаться. Есть все время голос, который рядом говорит, и который и в 1953 году сказал: давайте отдохнем, мы так напряглись. Хватит уже надрываться. И вот это самое опасное, это самое потому страшное. что это прыжок через, как говорят китайцы, прыжок через пропасть нельзя сделать в 2 прыжка. Потому Хорошо что либо, сказано. так сказать, включились, тогда все. То, о чем вы сказали, вот эта сталинская модель отношения к себе и к миру, это и есть, я так понимаю, модель проектного мышления. Это во многом модель проектного мышления, да. Спасибо вам огромное. Это был Сергей Цветаев, шеф-редактор проекта «Эра», и мой замечательный гость и прекрасный собеседник Юрий Вячеславович Громыко, директор Института опережающих исследований имени Шиферса. Мы продолжим буквально в ближайшие дни. Огромное вам спасибо. Спасибо. Благодарю. Спасибо.